Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня солнечный красивый день, но нас ждет серьезная работа. Пока солнце еще не согрело теплицу, пора подрезать огурцы. Что я имею в виду? Сейчас я хочу вам показать, как я делаю санитарную обрезку и формирующую обрезку огурцов. Я думаю, что для многих это будет интересно и важно, и познавательно. Ну, давайте вместе поработаем. У меня здесь партернокарпические огурцы. И у них, как правило, формирующая обрезка состоит из того, что стебель выводят на уровень 1,5 метра. И он должен быть одиночный. А уже после уровня 1,5 метра разводят стебли на несколько ветвей. Если это позволяют условия выращивания, там, где у вас растут огурцы, есть для этого место. Я поступаю примерно так же. То есть я этот огурец доведу до уровня моей точки, где он фиксируется, а потом уже буду разводить на несколько плетей, чтобы получить дополнительный урожай. Но пока эта формирующая обрезка еще как бы не начата, сначала надо сделать санитарную обрезку. Санитарная обрезка поможет предотвратить грибковое заболевание огурца. Огурец – это очень такое нежное, деликатное растение, и при малейших грибковых инфекциях, которые находятся на уровне поверхности почвы, он сразу же может заболеть. Поэтому нужно удалить нижние листья, которые могут касаться земли. Я уже это сделала раньше, как только высадила огурцы из рассады уже на постоянное место. И сегодня вы видите, что самое основание стебля, оно уже без листьев. Здесь же удалены еще и первые огурчики, первая зависть, которая образовалась для того, чтобы не останавливать рост огурца. Если это сделано, приступим к формирующей обрезке. Для того, чтобы стебель был один, нужно удалять пасынки. Вот посмотрите, в пазухах образуются дополнительные стебли, и это видно по первому листику, который вот уже здесь есть. Его-то и надо удалить. Не тот лист, который кормит огурец, вот лист, который кормит огурец. Посмотрите, вот здесь пазуха, в которой находится огурец. Это вот листья, которые будут его кормить. А здесь я убрала лист, который показывает, что будет новый пасынок, новый стебель. И если этот стебель начнет рост, то для огурцов, которые идут выше по стеблю, питания может оказаться мало. Поэтому мы эти листики и зачаточные точки новых стеблей, мы их убираем. Вот эта точка убрана. Теперь вот еще есть одна точка. Вот она, эта точка, вот она еще одна. Ее мы тоже уберем для того, чтобы огурец набирал рост и формировал плоды по центральному стеблю. Вот здесь еще одна точка. Этот лист, который кормит огурчик, а этот будущий зачаток нового стебля. Его мы тоже уберем. И так нужно сделать практически по всей высоте стебля, пока он достигнет 1,5 метра. Ну, если ваши тепличные условия позволяют 2 метра, я думаю, можно и 2.
Теперь я покажу, что еще нужно обрезать. Вот эти вот усы, они тоже не нужны, потому что мы делаем подвязку огурцов. И для того, чтобы они не цеплялись за листья, здесь есть такие липкие вещества, которые помогают огурцу зафиксироваться. Мы их уберем, эти усы. Ну вот, собственно говоря, и все. Как только огурец достигнет 1,5 метра, эти точки роста, пасынки, их можно оставить, дать возможность огурцу вырасти в этом месте и оставить по две пазухи, в которых будут образовываться новые плоды. Ну, как только мои огурцы дорастут до этой высоты, я вам снова покажу это в следующем видео. Вот, посмотрите, уже первые огурчики. Прошло буквально 2 недели после высадки огурцов в грунт. И уже скоро мы будем кушать. Вот такие они, эти огурцы. Нужен уход и уход, и забота. Только тогда вы увидите хороший урожай. Ну, у меня на этом все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, что видео было интересным, познавательным. Заходите на мой канал, подписывайтесь и не забудьте ставить лайки. Это очень важно для развития канала. Пока-пока.